Это какой-то прикол. Короче, мы едем с Русей в Баден-Баден буквально на 3 дня. Мы загрузили полную машину битком. Мы пару дней перед этим скупались, что будем есть, в чем там ходить. Все, Ира накупала новые платья, я колбасу, сосиску. Вчера весь вечер гонял в поисках определенных сосисок. Вот эта вот сумка, это только наша еда. Мы едем всего на 3 дня, прикиньте. Короче, это цирк какой-то. Мы вчера так перевозбудились, аж завтра ехать. Все, нам ехать 800 или 900 километров. И, короче, надо заправиться. Мы заранее заправились. Потом сосиски, все приготовить, еду, вот это все скупить. Потом у нас получилось здесь миллион сумок. И думаю, давай вечером, Ира говорит, давай вечером их снесем. Потому что завтра утром будем это все таскать. Короче, все, ехать долго, давай встанем в 4 утра и поедем. В часов 11 мы пошли только спать. Крутимся, вертимся, не можем заснуть. Я, короче, перешел в другую комнату. Что-то поставил будильник вместо 4 на 5. Думаю, ну его нафиг, хоть ну, в 12 часов это уже было. Думаю, хоть 5 часов поспать. Один фиг встал в 4:30 утра. В общем, пока мы собрались, уже 5:30. Сейчас 5:30, Иры еще нету, я стою, жду. У нас тут, смотрите, энергетик, я затарился. Там шампанское. Тут этот самый слабоалкогольный, это забыл, как он называется. 4 бутылки, короче говорю. Еще упаковка ибупрофена, не забудь. В общем, тут еще и упаковка ибупрофена, потому что мы еще те алкоголики. Мы это шампанское каждый раз с собой возим, никогда его не пьем. Вот стопудово я вам говорю, что оно приедет обратно. Радлер. Еще 4 бутылки Радлера я здесь взял. Стопудово, что вот это шампанское приедет домой обратно. Бутылка колы с кофеином, упаковка воды, 4 банки энергетика, вот это вот коробка с обувью, вот это вот моя сумка с моими вещами, потому что я вообще не знаю, что мне носить, я всегда хожу в одной футболке, которая с краю лежит. Я даже не знаю, какие у меня есть футболки. Я, короче, их набрал тут все, что у меня есть, потому что я не знаю, что мне брать. В общем, битком. И это еда просто. Ну, в общем, сейчас буду повторяться. Но это, короче, цирк какой-то. Намного чаще куда-то выезжать, потому что мы потом сильно перевозбуждаемся. Вот идет Ира, наконец-то. Вся в джинсе. Еще у нее с собой кофе. Кися, а что с яйцом? Ты забыла его? А? Вот. А еще у нас яйцо там вареное. Мы забыли его упаковать. Я говорю, ты его возьми с собой. И предлагал соседям ввести скрытую съемку. И вот так бы я комментировал на их месте. Смотри, смотри, друг другу они такие. Они всю неделю закупались, а потом вчера весь вечер таскали это все в машину. И сегодня этот барсук еще идет с яйцом в руке. Все, погнали. Все, выехали мы наконец-то. Вот такая вот красота утренняя. И все равно я что-то забыл. Я забыл компакт-диски. Я хотел взять пару компакт-дисков с собой и забыл все равно. Капец у нас красиво. Прямо вот эта объездная дорога. Кросс такой. Первая остановка возле автобана. Мы уже проехали недавно Гамбург. Едем сейчас в направлении Ханновера. И прямо здесь такой Ростов душевный. Мы съехали. Машина носится. И мы были только что там тоже участниками этого движения. Мы съехали похавать сосисок, размять ноги. Так классно. 1000 лет. Мы целый год никуда не ездили далеко через всю Германию. Год назад мы ездили. Лахчпас. Сосиски покушать. Остановиться вот так вот. Классно. Иришка, покажи, какие у нас сосиски. Хотят подписчики знать, как ты сделала сосиски. Что за рецепт? Ну, значит, вот такие сосиски. Смотрите. Тесто
с сосиской. Вот я вам рекомендую прям. Намного вкуснее, чем в магазине. Песня. Просто песня. Блин, как здесь офигительно красиво на всех съездах, на растхофах этих. Обожаю здесь останавливаться по дороге на автобанах по Германии. Это кайф. Людей никого, все удобства, красота, радует глаз. Ируся! Так, Иришка заблудился, ищет меня. И набрал себе кофею, сосисок. Обожаю. Вообще не надо даже отеля. Я бы просто вот здесь вот останавливался на автобане, катался бы по автобану, останавливался, кушал, пил вот на этих скамеечках. Это ли не благодать, а? Ну, вода есть просто обычная в багажнике. Я говорю, веду репортаж, как здесь хорошо, а? Как здесь хорошо. Ману. Успела еда. Сейчас мы легко навернем. Кофе, если немного, тут осталось уже буквально только тебе один глоток и мне остальное. У нас еще тут кухонь наш. Вот йогурт я навернул. Так, ну что, друзья, преодолели мы путь 830 километров на изи вообще. Проехали... На 4 минуты опоздали, то есть мы планировали в 14:10 быть, а приехали в 14:14. Вот так вот, через всю Германию, через всю страну, за 8 часов. Только сосиски покушали, на 5 минут постояли, и все, газу. В общем, я что хочу сказать, что мы приехали. Вот так это все выглядит, друзья, Баден-Баден. И мы подъезжаем к нашему отелю. И он где-то вот здесь. Вот этот, я так подозреваю, вот этот справа. Не знаю. Как наш отель называется, Кися, еще раз? Да, Курхаус казино. Вот это он? Ведештрассе. Наверное, я не знаю. Не, ну как он наш называется? Ну, надо нам Майсен отель. Вон, Майсен. Месмер. Ну, надо припарковаться, да. Сначала, да, вот здесь, наверное, сначала зачекиниться. Вот здесь вот такой вот парадный въезд. Очень довольно-таки узкий. И все, мы приехали. Так, пойдем сейчас узнавать, что к чему. Короче, отель у нас прикольный. Прямо, как-то он называется, Кися, Майсен. Как-то Майсен какой-то. Так это выглядит улица. В общем, у нас там Курхаус казино сразу, все дела. Райнхольд Шнайдер здесь доска памятная. 13 мая 1903 Геборн. Прямо в этом здании, что ли, прикольно. Все, погнали, заходим. Я втихарца подснимаю чуть-чуть. Ух ты, нифига, он тут роскошный. Посмотри. Ух ты. Ух ты, красота какая. О, смотри, здесь он уже как тип гаража. В принципе, нам уже можем в любом месте парковаться. Да, ну давай вот сюда, или тут Зойли неудобно. Нам же надо передом, нас же шумит. Офига, нам бы тут так узко, нам лучше припарковаться, мне кажется, нормально. Вот здесь что там у нас? Все, припарковались мы. Едем в лифте. Едем в лифте. Вот такой вот лифт. Так, ну что, момент истины. Открываем, заходим. Вообще отель прикольно. Он сделан типа под старину, знаете. Ух, класс. Пахнет прямо, пахнет прикольно. Так. Распаковка. Прикольный отельчик. Мне нравится. Смотрите. Ира еще не поняла, ей нравится. Мне нравится. Пойду заберу свои сумки. Бат.
Так, сейчас будет вписка. О, вот такой вот здесь, значит, под мрамор. Короче, он весь отель под старину такой сделан. Сейчас будет распаковка. Тут ванна такая. Цак, цак, цак. Прикольно, мне нравится. Вижу, что не в восторге, а мне прям нравится. Все здесь такое аутентичное. Как было в 1910 году. Тут какой-то чувак родился в этом здании в 1903. И в честь него, я так понимаю, все вот это вот, весь этот... О, приветственная здесь Зюсихкайтен. Зергерте фамилия Янс. Херслих Вилькомен. Короче, мы теперь уже фамилия Янс, если что. Вот такой вот фанфурик. Это такая вот какая-то РБ, шоколадка. О, еще балкончик есть. Можно вон на балкончике посидеть. Короче, прикольно. Мне нравится. Чистенько, уютненько. Цак. И у Иры своя распаковка. Вписка у меня своя. Я забыл, как называется. Вписка? Есть как это называется? Цветочки, фамилия Янс. Фамилия Янс теперь. Все, друзья. Погнали дальше. За приезд, как говорится, напитки у нас с собой, все с собой. Поздравляю, мы сделали это. Доехали. Ну что, пришло время посмотреть, что такое город Баден-Баден. Что он из себя представляет. И наш первый выход в город. И видишь как? Заблудилась. Где лифт? Вот лифт. Так, еще раз, как называется наш отель? А то у нас так все сумбурно. Майсон Месмер. И в этом отеле, ну в этом доме 13 мая 1993 Григором родился Шнайдер, Райнхольд Шнайдер, шрифтштеллер, писатель. Вот он так выглядит, Майсон Месмер. Просто мы привыкли, что только в Даринтах, а этот прямо такой шнегельный. И вон там прям такой вид офигенный. Там гора вон какая-то, я так понимаю, там это смотровая вышка. Завтра, на которой мы пойдем, 600 метров, 650 метров высотой. Впечатляет, конечно. Ну, людей вообще нет. Ну, сейчас, правда, ливень прошел такой конкретный. Но в целом, мне кажется, сейчас не сезон. И хотя сейчас начало июня, летняя площадка, наверное, все люди едут куда-то на Аусланд, летят за границу, а здесь по месту вообще никого нет. Удивительно, нам везет, что мы в этот тогда Сан-Суси летом зарядились и никого не было. Вот тоже казино, Кися, Курхаус казино. Я так подозреваю, что это вот это оно, скорее всего. Легендарное это казино. Тут вот такая клумба. Я выяснил, что это и есть это легендарное казино, которое тут уже 2 столетия, что ли. Тут можно зайти, по-моему, за небольшую плату, 5 или 7 евро, что-то такое, и даже не играть, можно просто зайти поглазеть. Ну, это мы уже завтра, послезавтра туда зайдем. Сейчас у нас ознакомительный тур по городу пока что. Эх, красота, а? Ай, красота. Мы пока не можем дойти до места нашего назначения сегодняшнего, которое нам составил чат GPT. Он составил нам план на 3 дня нашего пребывания здесь, даже 2 дня целых и 2 раза по полдня. Ну, 3 дня по сходу. Вот. И, собственно, и мы будем придерживаться, стараться этого плана. Он прямо нам там почасово расписал каждый день, куда идти, что где сколько стоит. И сегодня у нас ознакомительный день, и мы должны идти просто в центр города. И мы вроде туда двинулись.
Но мы идем и по дороге что-то встречаем интересное, не можем пройти мимо. Посмотрите, что здесь происходит. Тринхале, там же было с торца написано, кстати. Да. И пока что мы отклонились от курса, который нам прописал чат GPT, потому что нам все дико интересно, и мы везде хотим сходить и все сфотографировать. Альте Шведа. Баден-Баден, друзья. Тут никогда не думал, что вообще будет такая у нас возможность все это собственными глазами все лицезреть. Удивительно. Я хочу еще обязательно попасть везде. Это у нас тоже есть в плане. Это Тринхале. Там какие-то римские сауны, бани. Мы тоже туда хотим. Там тоже недешевое удовольствие. Там 35 евро за проперзон, по-моему. Ну, блин, раз мы здесь, я хочу там обязательно побывать. Вот так это все выглядит в Тринхале. Короче, питьевое. Ну, здесь термо какие-то источники, и это все вот в 18 веке было здесь на этих источниках организовано. Скажите мне, кем? Ну, явно не римляне, правильно? Уже здесь не было. Хо-хо-хо. Посмотрите на это. Посмотрите на это. Нифига себе. Вот это круто. Так, ну мы зайдем сейчас одним глазком глянем, потому что у нас в другом дне. Бруненхале. Короче, здесь источник. Хале это... Скажи мне Хале по-русски. Господи, Хале. Зал с источниками, да. А, вон они источники прямо. Видео игровых. И что, они вот так вот все время текут? А, слушай, ну мы уже можем себе представить, что Тринхале ангехакт. Но хотелось бы попробовать, а что это? А в чем прикол тогда? Вот тебе раз. Никого вообще, никакого персонала. Так, ну ладно. Пить нельзя. Такое огромное заведение. Раньше, видимо, здесь пили люди. Надо еще попробовать с торца туда зайти. Посмотреть, что там. Баден-Баден, друзья. Не знаю, как это все работает. Но где бы мы ни приезжали, в какой бы мы отель ни приезжали, в какую бы страну, нам все нравится всегда. Не знаю, нам всегда все нравится. И всегда самые лучшие какие-то условия. И всегда вот какой-то вау-эффект. Мы ходим с открытыми ртами, такие вау, все в диковинку, да, Кися? Я говорю, вот куда мы бы ни ездили, куда бы мы ни приезжали, нам везде все нравится, и мы самые позитивные туристы в мире. Вот, центральная улица, походу, 1690 год, аптека. Вон там вот какой-то дядька, статуя стоит большой. Юра сказал, пойдем к нему, и пошел в другую сторону. Тут везде интересно сейчас. Вон там еще фонтан какой-то интересный. Вот такой вот, друзья, фонтан. Тут надо быть осторожным, потому что здесь и автобус ездит. Да, глыба, камень огромный. И можно прямо полежать на мокрых стебельках. Юг, друзья, пальмы, пожалуйста, пальмы. У нас, правда, сегодня тоже 20 градусов тепло, но здесь 25. Вот театр. Блин, видел? Вон там отель,
наш, и вот перед ним прямо театр. Короче, центр прямо. Так, ну шлёз мы не нашли, к сожалению. Шенкунг фон Александр Бургаков. Бурганов. Шенкунг фон Александр Бурганов. Сергей Тарасов. Дар... Шенкунг, придурок. Короче, дар от Александра Турганова, Сергея Тарасова. А кто это, собственно говоря? Жуковский. Василий Андреевич Жуковский. Вот тебе раз. Вот тебе раз. Кто-то мне говорил про памятники Ленина, которых нету в Германии. Не просто памятники Ленина, даже на русском все написано. И это ФРГ бывшая. Баден-Баден. И такого добра по всей Германии, будь здоров. Где-то мы еще в Дрездене, там целый квартал какой-то русский меценат построил до сих пор, когда Аусфюринг этот делаешь, экскурсию, там тебе рассказывают, какой он тут молодец. Не помню, как его звали. В общем, таких примеров миллион. Блин, здесь красиво. Еще Кунстхале. И там какое-то вон современное хале. И я везде хочу. Но это все будет не сегодня. Мы все будем поэтапно, да, Кися? Вот как нам чат GPT прописал, чтобы не хаотично, а все как он прописал, так будем все посещать, потому что я хочу везде побывать, и там, и тут. О, посмотри, кстати, открыто. Кафе. Это кафе просто? Нет, там выставки проводятся, кафе. Ну, тут написано кафе Кунстхале. Но это тоже в том числе. Это кафе при Кунстхале. Да. Смотрите, какая аллея. Шикарная. Еще один большой фонтанчик тут. Так, короче, мы пришли к выводу, что Google Chat в очередной раз подсунул левые координаты. Сейчас я ему дал новое задание, чтобы он все переделал с нормальными координатами. Только посмотрим, потому что шлёз явно не там находится, где он написал. Сейчас 7 минут 7. Такая архитектура, как в Одессе. Вот вход в пассаж в Одессе тоже вот такая лепнина. Все вот так вот оформлено. О, смотрите, здесь прямо выставочный какой-то салон, тачки стоят. Кабрио. Вот это я понимаю, кабрио. Кто это вообще такой? Астон Мартини. Мама. Так, нет, мы заняты, не станем стресс сделать. Мы здесь на отдыхе. О, смотрите, тут, короче, богатые чуваки, да, они вон устроили презентацию и попивают там шампусик. Я подозреваю, что мы можем тоже зайти. Что не очень представительно я оделся. Это вот этот лейблмен, да? Там, наверное, кто-то тачку покупает. Сейчас и это собрались все руководство. Офигеть, Астон Мартин. Вот они там как раз сейчас такую презентацию делают. Вот тут еще маленькая, самая первая их тачка. Вот еще такую сумку можно купить. Всякие, ты понял? Считай, что мы тоже там побывали. Да. Астон Мартин. Круто. Кися нарыла магазин сладостей. А где она есть? Мне казалось, она сюда зашла. А куда она делась? А, вот она. Прайсы, кафе Кёнихете. Ну, здорово, так. Ну, кто это такой там прямо в переулке стоит? Нам вроде бы где-то здесь. Вот здесь, в этот переулок, нам налево. Вот здесь на каждом шагу какой-то ресторанчик, обязательно кафе.
просто бесконечный. Вон какой. О, Радхаус прямо. Кто это? Не знаю. Какой-то Иди, индус. мне не могу туда подойти сильно высоко. Иди сходи, постой и скажешь нашим подписчикам, кто это. Бюргер-бюро. Там тоже интересно, смотри, такая лестница. Интересно, пойдем посмотрим, смотри. Мы так не дойдем до нашего Ноэс-шлёс. Там прямо такие лестницы интересные. Но надо туда тоже забрать. Ух ты! А здесь прямо вообще так все прямо как-то. И людей немного, обалдеть. Уютно, я бы сказал, на этих улочках уютно. А я хочу вдох по этим лесенкам походить. Ой, хочу, у меня уже нога болит. Ой, 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 ой. Не, а что-то я не осилю. Ну, собственно говоря, в таком вот духе. Что-то не осилю. Это Бисмарк, друзья. Памятник Бисмарку. Эрихта в 1915 году его поставили. Вот так он выглядел тогда. Собственно говоря, как и сейчас. Все выглядит. Ой, ай, ой-ой. Ира убежала, я не могу ее догнать. Я старенький. Это просто внутренний двор Радхауса. Стоит памятник. Какой-то, ну не памятник, а статуя. Вот тут стена такая знатная. Все, Иришка убежала. Дошли мы во внутренний двор. Вот такой вот. Дата интересная. Вот. Анна НДЦЦ Экса, короче. Это внутренний двор Радхауса. Посмотрите, какие интересные глиняные кувшины на огромных подставках. Офигеть. Фига себе. Так, я так понимаю, шлёс где-то здесь. Я так понимаю, шлёс где-то здесь. Ага. Ты посмотри, как вот это все строили, что это? Что здесь происходит? Это типа рисы там или что? Не знаю. Да. Они самые. Идем снимем глиняные кувшины на ножках. Прикольно. Блин, кому-то ж приходят такие идеи в голову, удивительно. Вот как вот прикольно и интересно, но это же надо еще что-то пришло в голову. Как это работает? Почему мне никогда в голову такое не приходило? Блин, почему не сделать кувшин? Ну, метров 10 ножки железные такие у него. Нет же, никогда такого в голову не приходило. Так, здесь какое-то, походу, современное искусство. Всяко разное. Здесь просто можно в любом месте отдыхать. Тут везде уютно и людей почти нет. Вот тут чужой. Нет. Вот всякие скульптуры. Вот тут кусок меди знатный. Казалось бы. Офигеть, посмотрите. Такая елка. Просто все снимать хочется. Алло. Ага. Просто кусок меди. И чувак какой-то сидит там себе, забивает косяк какой-то. Нашел местяк себе. Такой, блин, сюда туристы залезли. Так, ну, собственно говоря, все. С этого крана прямо пар идет, как будто со столба.
И походу там горячая вода прямо. Тут же везде сплошные источники. Она идет прямо с этого забора, что ли? А, с люка. Офигеть. Как вообще что-то вообще можно как-то включить? Попробовать. Офигеть, здесь везде термальные эти источники. Это вот и есть термальный источник, стопудово. Очередной фонтанчик. Такие переулочки. Так, нам по какому идти? Наш какой переулок? Непонятно. Вроде направо нам. Пойдем направо. Класс переулок. Офигеть. Как раз домишка. Где-то я уже видел, такое часто встречается. Блин, а это... Не этот рассказывал Евгений Урих, там у него тоже был такой вот угловой дом. Да. Но это был не Баден-Баден, хотя... Так. Тут опять какой-то дворец, он же Педагогиум. Вот такое все очень аутентичное. Гимназиум. Ага. Вроде мы идем правильно. Еще 6 минут 350 метров. А? Такая вот поросшая деревьями целыми стена. Вот это вот старые дома, все-таки ставни старинные. Опять фонтанчик. Какая там вон. Ух ты, класс, смотри. Да. Блин, а там что? Нам наверх. А тут парк. Так, когда был основан в 1582 году, в 15 веке, поздравляю. Но он уже закрыт. Потому что уже поздно. Ну, нам хотя бы... Я вам скажу, что мы единственные сейчас будем туристы, которые будут смотреть этот шлёз, потому что и так в городе людей особо нету. А таких смельчаков, которые бы на такую высоту забрались, уж точно не найдется. Поэтому у нас просто эксклюзив. Потому что мы еще молодые и бодрые, мы все еще можем забраться. У нас вообще никакой конкуренции, мы можем глазеть во все глазища. Никто не будет мешать. Фотографировать, расфотографировать. Сколько влезет. Вот он, собственно говоря. Больше похож на тюрьму. А чё он весь в решетках? Смотри, так это был, наверное, шлёз прям. Хотя шлёз-то это этот. Бург это замок, не крепость, нет. А шлёз это дворец, по идее. Не тюрьма. Почему он в решетках? Ну, что вам сказать, друзья. Новый замок, Ноэс шлёз, малость подразочаровал нас. Во-первых, он в заброшенном виде. Во-вторых, он больше похож на тюрьму. И тут все закрыто и явно давно уже не открывалось. Ну, вот это был замок. Это, я так понимаю, все оригинальное. Да, там, в принципе, писалось руины замка. Можете посмотреть, пофотографироваться. Что здесь фотографировать? Но теперь мы знаем, что новый замок выглядит вот так вот. Старым и очень заброшенным. Больше похож на тюрьму. Ну вот где-то должны быть канделябры, потому что там, я смотрю, какие-то такие вон, типа балконы, террасы. Ну, это какая-то его задняя фасадная где часть, наверное, с той стороны. А там он прямо над обрывом стоит, тоже не подойдешь. Ну, как-то так. Люди там. Ноэс шлёз, пофиг. В Баден-Бадене. Это исторический дворец, друзья. Я стою... Вот это тоже, кстати, он. Это все Ноэс шлёз. Я стою на его фоне. Расположенный на холме Флорентиненберг, который на протяжении веков служил резиденцией маркграфов и великих герцогов Бадена. Сегодня он представляет собой архитектурный памятник, находящийся в состоянии запустения, несмотря на попытки его реставрации и переоборудования.
История архитектуры, происхождение строительства замка 1388-1399 годами на месте более ранних укреплений. Так, перенес сюда свою резиденцию. Замок развития в 16 веке замок был расширен в стиле Ренессанс. Ключевые элементы включают трехэтажный главный корпус, кухонное здание, архивную башню и кавалерский дом. С восточной стороны располагается терраса 90 метров, построена в 1670 году. В 15 веке начали его строить. Разрушение и восстановление в 1689 году замок был разрушен французскими войсками во время Девятилетней войны. После этого маркграф Людвиг Вильгельм перенес свою резиденцию в Растат и построил там новый дворец. Новый шлёс был восстановлен в начале 18 века, в 19 веке служил летней резиденцией для великих герцогов Бадена. Современное состояние причины запустения смена владельца. После Первой мировой войны замок стал частной собственностью дома Баден. В 2003 году он был продан кувейтской группе компании, прикинь, Хасавай, которая планировала превратить его в роскошный отель. Вырубай! Иди, когда плавали, где мы там, что за город был? В Италии, как это, Килиманджаро, как мы тут? Килиманджаро, где мы были? Вот там были узкие улочки в этом городке. Как-то. Карлиари, точно. Каглиари. Посмотри, какая там красота, вон дальше. Ман. Какой-то непростой балкон. Как будто бы из донышек бутылок стекла. Ты видел, Кись? Как будто из донышек бутылок стекла или из... От фуршетов, от стаканов, эти ножки. Интересно. Никого. Класс. Смотри, какая дверь. Интересно. А вот смотри. Как насчет этой двери, смотри, какая интересная. Вот это смотри. Нет, я уже смотрел. Опа, и мы вышли опять на эту площадь, на которой мы, по-моему, вот так. А, мы вот там пошли. Прикольно. Класс. Цапля. Цапля, курва. Ти диви. Яке бидло, курва. Цапля. Що то є? Цапля? То цапля. Она еще и охотится на рыбками. Прикольно. Сейчас мы тебя сфотографируем, цапля. Цапля гуляет такая. Ля-ля. А кругом на Кайза аллее русская речь. Полетел, смотри. Опа. Первый завтрак в отеле, друзья, самое классное вообще, благословенное время. Вот этого потом не хватает, вот этих отелевских завтраков. Какой кайф. Да, Кися? Да. Мы вчера дорвались до сауны. В отеле сауна включена, и, короче, там бассейн, сауна такая-сякая. Мы на Бали, теперь мы будем ходить по утрам шарпеями опухшими. Такой вот у них лифт прикольный, кстати, тоже, да, Кися? Лифт у них прикольный. Короче, друзья, мы забрали в какой-то дорогущий отель, и здесь все так чопорно, наверное, даже на завтрак стыдно доставать камеру, потому что здесь так все фешенебельно, и к нам обращаются как господин, ага, там все так непривычно. Прикольно. Так скромно поснимали, чтобы никого не задеть в кадр. В общем, друзья, удивлены, мы очень удивлены. Это, по-моему, в этом отеле самый был обслуживающий персонал, очень внимательный и вышкаленный. Они бегали, нам даже не надо было вставать кофе ходить брать, они сами все приносили нас и настаивали. Я говорю, я за кофе, я сейчас все принесу, мэнхер. И прям так уважительный, такой внимательный персонал, я такого еще не видел, реально.
Скажи, как тебе понравился фрюштук вообще? Или не понравился? Что ты можешь сказать? И как тебе персонал? Ну, я прям очень удивлен. Я, наверное, сейчас начну повторять одно и то же. Можешь что-то внести новое? А то я буду одно и то же рассказывать. Ну, персонал здесь выучен на обслуживание высоких гостей. Мне вообще надо еще тренироваться с актерским мастерством, надо еще побаиваться камеры. Просто блогер-то я. Такие вот. Вот так вот весь город здесь состоит из вот таких подъемов. Мы идем в этот розариум, конкретно в гору, так как мы просто вымотаны вчерашним днем сауной и поездкой 10-часовой. Далеко не просто это. И мы вспоминаем этот сериал, который мы смотрели. Да, мы не привыкшие так ходить. Это про Италию. Криминальный это сериал. Легко криминальный. И как он назывался? Там тоже главный герой вот так вот всегда с чемоданом. Черно-белый такой сериал, мини-сериал. Там буквально 5 серий или сколько. Он с чемоданами в этой Италии всегда вверх-вниз, вверх-вниз, больше вверх. Значит, друзья, вход в розариум 2 евро стоит. Ансаль, только если надо выбрать, 4 евро. Фальшивые закину. Опа-на. Это 2 евро? По 3 ее. А брух, тогда мы сделаем 2 раза по 2. Алло. Ну, so. Der will nicht 2 Euro nehmen. Ну что, мы внутри. Ну, собственно говоря, друзья, вот он, розариум. Ну, я так понял, там писалось в интернете, что пик вообще в конце июня начинается цветение здесь. Здесь 1000 роз или более 1000 видов различных роз. Ну, уже все начинает. Сейчас начало июня, все начинает цвести. Ну, не прямо тебе это там огромное какое-то. Ну, вот для тех, кто любит это дело. Ну и вообще так погулять. Эти новенькие, это да. И причем мы не перестаем ездить. Тут уже, наверное, выход, она сказала, до этого. Там уже Бетрипс. Или думаешь, вон та дорожка еще? Не, это уже ворот. А что, все, да? До этих ворот или до тех ворот? Ну, собственно говоря, нет, до этих. Там уже делать нечего. Там уже просто кусты, там нет роз. Мы просто не перестаем удивляться. Мы вот катаемся по Германии, по разным городам. И нам так как-то совпадает, везет, что мы приезжаем всегда в какой-то не сезон. Хотя сейчас июнь, я не знаю уже, когда здесь может быть сезон. И там никого нет. Мы вот в этом розариуме, это Weltweit berühmte Garten. Я не знаю, его знает, а в нем весь мир. Мы, походу, сегодня первые. Сейчас 10 утра. Мы первые. Никого нету. Удивительно. Ну, я к тому, что людей нет. Ну, там есть у нас в отеле сейчас на завтраке. Были люди, но отель огромный. И это наверняка очень мало для этого отеля. Смотри, все пронумерировано, каждая розочка. Это, наверное, можно как-то онлайн почитать, забить этот номера эти и почитать название и все такое. Ну, красиво, красиво. Все такими красиво, ухоженно. Все такими вот квадратиками, я хотел сказать, прямоугольничками. Все ухоженно очень. Возле статуи. Пойдем. Тебе не нравится? Ну, тут еще вот нету картины. Того антуража. Дай-ка мне мой телефон, просто надо без меня. Все шмели. Смотри, у него на лапках прямо пыльца собрана, ее прямо разглядеть можно.
И это все прямо гудит. Их здесь столько много этих вот шмелей, пчел. В основном это шмели. Видимо, они специализируются вот конкретно на вот этих чайных розах. И прямо как улей какой-то гудит. Прикольно. Интересно вот посмотреть. Да, там целое производство идет сейчас. Интересно посмотреть, какие насекомые, какие пчелы, шмели на каких розах, какие предпочтения. Здесь вот опять шмели. Вот тоже гудят. Это будет цветочный мед. Кстати, а что они собирают? А мед-то они не делают, эти шмели? Смотри, а здесь пчелы, кися. Смотри, здесь вот только пчелы и один шмель. 2. Блин, здесь можно быть, тут нужно быть вообще очень aufpassen. Так можно покусанным уйти отсюда, посмотри. Они разные. Опа, смотри. Пчелы и шмели. Ага. Там пчел вообще не было, а здесь есть. Вот интересно. Здесь они еще перебирают. Да, как тут пахнет. Я представляю, что здесь в начале июля творится. Нужно хорошо покусанным уйти. Если вот им вот это вот помешать производству. Да, сюда. Там, правда, перекрыто, но мы все равно должны туда. Мы же должны... Тут всего, кстати, 3 улицы. И не так уж и много чего ходить. С целью вернуться опять сюда, потому что мне здесь понравилось. Надеюсь, и Руси тоже. У меня мелочи это красные, полный кошелек. Не надо так много закинуть. Жменю. А я очень хочу вернуться, понимаешь? Я вот так хочу вернуться. Посмотри, снимай. Вот туда так нельзя, хочу. наверное, вообще кидать. Вот так хочу я вернуться. Вот так мне понравилось. Красота. Не все Вырубай. цветет. Можете на ферню себе фотоаппарат надо снимать. О, тут пахнет уже. Хорошо. Здесь вон уже пчелы со шмелями. В общем, пчелы, я так понял, любят вот цветы, которые вот очень интенсивно пахнут. На синие вообще особо никто не жалует. Не, вон пчелы, смотрю. Ну, не очень. Вот этим раздолье этим шмелям и пчелам здесь. Не надо никуда летать за 1000 километров. Так, ну что, посмотрели мы. Прикольно. На Флехе площадь не такая уж огромная. И вот там, кстати, уже Шварцвальд начинается. Вот смотрите. Вот эти все горы. Это уже Шварцвальд. И там за ними уже где-то Швейцария. Ну, то есть это вообще вот здесь вот все в шаговой доступности, если ты вот такой вот молодой и бодрый. С Францией они прямо граничат, но Швейцария, ну ладно, да, может километров 100. Ну, для тех, кто бодрячков, раз такой через горы эти цак-цак, и уже везде. Везде сразу, и в Швейцарии, и в Франции. Это все здесь вот за углом. Виды потрясающие. Так, друзья, ну, короче, ваут плану, который нам составил чат GPT, у нас следующий пункт нашей сегодняшней экскурсии Русиной. Вон та вот смотровая вышка на высоте 648 метров. И до нее надо подняться на фуникулере, или как он там называется. В общем, нам сейчас надо пешком пройти 5 километров до этого фуникулера. Я вам только что и Руси показал, что нам вон туда. Не знаю, передает камера, нет. Но это очень далеко и очень высоко. Надеюсь, что этот фуникулер ездит снизу откуда-то. В любом случае, до него 5 километров пешком идти часа полтора чесать нам. Погнали! Посмотрите на эти секвои, какие здесь. Секвои. Посмотрите, они огромные. Пакты стоят. Дерево могут охватить 5 человек взрослых. Ну что, ну смотрите, одно спиленное, какое огромное. Посмотрите на этот пень. На эти колоссы, которые здесь были. Представляете? Кися, сфотографируй меня. Я встану по центру. Офигеть. Сказал я. Держи руками, пальчиками. Вот так. Ты же сказал сфотографировать. Ну, сними тогда уже. Все, я здесь, Кися. Опа. Значит, смотрите, друзья, этот пень, это я. Цак.
Вот он, я такой худенький, изящный, с таким обалдеть, это обалдеть. Все, погнали дальше, дождь начинается. Давай на разончикись. Вот тут вид на Баден-Баден сверху. Небольшой такой открылся нам. Вон там наш отель, вон театр. И вот этот центр. Вон там вышка. Ну вот он, собственно говоря, не такой уже большой, правда. 50 тысяч населения. Ну уже. Только что была выдана глубочайшая мысль Ириной. Но когда я включаю камеру, этот поток мыслей сразу заканчивается. Можешь хотя бы вот вкратце? Нет. Вот такие оградительные столбики стоят. Потому что здесь пешеходная зона, и походу они прямо перед автобусом будут заезжать вниз. Соседствие такой вот очередной фонтан красивый. Тут такая вот есть парк. Улочка идет. Так. Мы все еще идем на фуникулер. И вот отсюда немножко за деревьями виден, ну, шлёз, который мы вчера нашли и были в котором вчера разочарованы, типа что за тюрьма. Вот он с этой стороны, видите, огромный. Блин, камера не передает, по-моему. Он огромный, и его, если снизу с этой стороны смотреть, то кроме деревьев ничего ты не видишь. А если с той стороны прямо к нему вплотную подойти, то это просто какое-то заброшенное здание, заколоченное, тоже ничего не видно, непонятно. А сдалека отсюда это прямо понятно, что это огромный колосс. Все деревья, все загораживают. Вот. Хороший вид. Народ, я весь мокрый уже насквозь, даже не от дождя, а от пота. Google видео вот эти лодки с серпантинами, причем не с целью, чтобы мы посмотрели весь город сразу. То есть это можно было напрямик пойти каким-то образом по одной улице, а он нас ведет прямо зигзагами через весь город. Мы уже километров 5 пешком прошли, и все время в гору, все время. Я не знаю, как Ира еще. Я уже вот весь мокрый, она чешет такая. Короче, еще 20 минут идти. Прямо отсюда открывается интересный вид на Шварцвальд. Если это вон там горы прямо такие в туманке, в тучах. Прикольно. А там наверху вон какой-то замок, Кися. Какие-то остатки замка. По-моему, у нас есть, он тоже в плане руин. Как мы туда доберемся, не? Прикинь. Так нам надо туда еще. Все, взял на заметку, загуглим. Вот это да. Вот это круть. Вот так вот. Если бы мы не пошли сюда пешком, мы бы не знали, что здесь есть такая красота. Вассеркунстпарадис. Пожалуйста. Придется сейчас спуститься вниз, сфотографироваться снизу вверх. Получается, не мешало бы. Это всюду где-то вода должна быть. Нам еще остался километр до верха. Вот такие деревья, такая площадочка. Тут все красиво очень. Я бы сел посидел, но все мокро. Нам надо как-то отдохнуть. Давай где-то поищем тенек. Вдоль дороги роскошные липы такие, прямо гудят эти липы от пчел. Вот идешь под липой, прямо гудит дерево каждое. Столько там пчел на каждом. Слышите? Офигеть. Да, прикинь, Да. солнечная погода, такая красота. Вот это какой-то Там прямо гора. просто тепих из елок. Тут вот орехи грецкие, прямо такие роскошные, огромные растут. Это из грецких? Вот это грецкий орех, да. Вон там вот очень хорошо уже видно развалины этого замка, в который мы завтра или послезавтра поедем уже. Или на автобусе, или на машине. Но обязательно надо туда тоже
Такая, ну спасибо вам. Вон, посмотрите, что вымахало. В туман скрылся вся наша смотровая площадка. Косяк. Нам вот туда наверх. Эх, все, что мы сможем снимать, это по дороге наверх, а наверху уже все. Ничего не видно будет. Жаль, жаль, жаль. Обрались. Смотрите, какое колесо. И пошел и дождь. Похоже, это на целый день. Смотрите, какое шикарное колесо. В общем, там сейчас, походу, вообще ничего не увидишь. Но второй путь такой мы уже не проделаем. С 913 года по 67 год крутило это колесо. Так, я лишь поставил без зонта. Вообще никого. Вот это первый турист, которого мы здесь встретили. Никого. Liebe Fahrgäste, сейчас herzlich willkommen in der Merkur-Bergbahn. Короче, Treten Sie vor den Türen zurück. Die Bergbahn versetzt uns. Dear passengers, welcome to Merkur Federal Railway. Please stand clear of the closing doors. The train is about to leave now. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu dans le train de Merkur. Écartez-vous du bord, s'il vous plaît. Сумасшедший путь. Вот мы сидим, 7 евро с человека туда-обратно. И прикол в том, что только наличкой. А у меня карта, представляете? Мы поднялись 5 километров в гору. Я такой, ну карта, он такой, только наличка. И по-русски это немец, по-моему, который говорит по-русски, потому что он плохо очень по-русски говорит. Не, он плохо очень говорит. Он не мог объяснить мне, как на ком жить. И я такой, нет налички. Хорошо, что у Иры оказалась наличка. Офигеть. Был бы прикол. А здесь понятно, что нету никакого автомата в горах. Посмотрите, какая красота, а. Класс. Ну это стоило. Просто сюда можно было и на машине легко добраться. Там шикарный парк-класс. И на автобусе каждый час заездили. Мы пешком легких путей не ищем. Вон те передние места жалко они заняты, там вообще очень красиво. Алло. Вот так это все выглядит. Если фотографируй тоже. Да. Нет, это вот прямо трамвайчик. Бергбан. Испания, наверное, прямо это трамвайчик. Класс. Это того стоило. Даже и туман, но виды все равно потрясающие. Потому что закладываю, да. Ну, 648 метров, километры в гору. Ну, похоже, все, что мы там шли, 5 километров, это было просто акклиматизация, я бы сказал. Это наше восхождение на Эверест. Женщины впереди так были удивлены, увидев нас здесь. Думаю, нас смотрела, кто увидел привидение. Кто это? Здесь еще. Баден-Баден шутка. Я вам скажу, хорошо высоко, прям на уши закладывает. Так мы едем уже давненько. Ну, если мы еще раз приедем в Баден-Баден, то мы уже сюда поднимемся на автобус. Все, мы приехали, Ира смеется надо мной, но я говорю, что здесь другой воздух чувствуется, как после дождя, знаете, когда после молнии вот эта ионизация происходит здесь наверху. Здесь вообще очень опасно, что в эти горы, как правило, молния бьет чаще, чем выше пункт, тем чаще молния бьет. Приехали. Туман. Жесткий. Дай. Жесткий туманище, вообще ничего не видно. К сожалению. Ну, может, в пятницу еще раз заедем? А? Нет? Ну, короче, ничего не видно абсолютно.
расскажу, как так получилось, почему мы попали в дождь. Потому что мы делали все не по плану, и все пошло не по плану, а по плану по чату GPT плану. Мы должны были сначала с утра идти сюда, и с утра еще было нормально погода, а потом в Розарио, а мы сделали все наоборот. Вуаля. Короче, мы сели в этом ресторанчике наверху здесь, на высоте 1 километр над уровнем моря. И будем сейчас пить пиво, пить кофе, есть торты. Такой план. Ну что, друзья, просто за Германию. За ее великолепную. Боже, она красивая. Нектар. Почему такой вкусный? Как попробуй. Попробуй. Все равно попробуй. Не такой, как я мобил с магазина. Друзья, распогодилось. И теперь мы можем посмотреть, как это все выглядит. Смотрите. О, класс. Не зря мы залипли в этом ресторанчике. Теперь мы можем посмотреть сверху. Господи, спасибо! Посмотри, это все Баден-Баден интересно? Или он плавно одно переходит в другое? Так, ну вон шлёс, Кися, вон шлёс, видишь, вон стоит. Ну, Альтес шлёс. Заброшенный. Так, где наш отель? Так, мне это дерево мешает, нам вон туда перейти. Получается, самый центр. Сейчас. Тут еще, конечно, можно ходить, вандровать. Вот так вот пешком бесконечно. Так. Да ладно. А где именно? Вот, Ну вот отсюда они взлетают. вон там они, да. Тут отсюда можно с парашюта, если хочется. Так, ну что, давайте как-то смотреть. Вон то вот точно Альтес шлёс. Ну и вот это вот весь центр, вот он, вот сосредоточение. Мы бродили по каким улочкам? Офигеть, у нас снизу такое маленькое, кажется, мы там так долго и шли. О-о. А то уже, походу, то уже какие-то деревни другие. Он, нифига себе, смотри, он туда еще идет, он все вот туда идет и туда идет. Я не думаю, что это все Баден-Баден. Ну что, сам Баден-Баден, это вон. Вот то вот центр. А, да, вон та вот церковь. Где-то там наш отель. Удивительно. Класс. Хотя, друзья, мы сделали это. Не зря поднимались. Все, едем обратно. Кстати, здесь ты можешь ехать обратно, я так понимаю, один-одинешенек. Просто для этого надо нажать кнопку Abfahrt. О, и все, и он тебя одного повезет. Он еще чуть подождет сейчас и поедет сам. Вот это прелесть, не надо ждать, пока здесь набьется толпа. Что там было? Шампанское? Бутылка шампанского, которое у нас есть. Присаживайтесь. За ручками. Dear passengers, welcome to Merkur Funicular Railway. Please stand clear of the closing doors. The train is about to leave now. Mesdames et messieurs, Я понимаю, кто-то здесь развалился так, еще вальяжно. Вот еще бы шампанского, да, сюда, вот этот бокальчик. А я не знаю, что я не ношу шампанского. Это маленькие фанфурики. Солнце, я тебе говорила, солнце будет. Ну, Кися, ну, в принципе, мы уже все сняли, да. Так что ничего мы не теряем прямо. Все, мы сняли, все. Так, сейчас спустимся. Да,
О, а че там зонтик лежит, смотри, кто-то зонтик забыл. Это не эти бабы хотели ехать, а потом передумали. Нет. Ну, он сейчас наверх поднимется. А он, кстати, здесь один? Он же один, получается, да? А, прикинь, если бы людей много было, туристов, сколько было ждать надо было? Нет, это, наверное, вот эти индийцы, они приехали. А, точно. А он один вообще-то такой. А мы здесь втроем. Бабы англичанки эти. Ну, а индусы еще приехали какие-то. Женщины. А? Моя детка вообще взрослая. Прям вот. Ужас, Вообще замолчи. не спорим, в общем. У нас такое единогласие сейчас. Вот говорит, давай, говорит, зайдем в дёнерную. Раньше она бы спорила со мной, вот просто какая дёнерная. Само с ума сошел, я принцесса и дёнерная. А сегодня говорит, давай, говорит, дёнерную зайдем и попробуем что-то новенькое. Ну, просто шансов 0 дождаться Люблю. какой-то высокой Обожаю. кухни. Какого-то вот вина белого. Говорит, давай зайдем. Приходится приспосабливаться. Что сама что предложила. делать? Пиво, блин. Пиво, говорит, давай Дёнер. жахнем. А это не мое. У меня душа О, просто. вина белого Обожаю. хочет. Так прикольно. Хеслихштрассе. Надо понимать, что здесь не живут не просто богатые люди, а очень богатые. Здесь вот у каждого с дома стоит либо Порше, либо жирный Мерс, либо жирный Ауди. Где что? Ага. И улица называется Хеслихштрассе. То есть Хеслих типа мерзкая, некрасивая, я не знаю, как переводится правильно. Хеслих. Как Хеслих переводится? Уже совсем другими глазами можно посмотреть на Вассеркунст. Когда мы поднимались под дождем наверх, это все так выглядело непривлекательно. А сейчас, когда вниз идешь, все такое на изи, все снова положительное и позитивное. Но мы уже снимали здесь. Пойдем дальше. Я бы снизу его снял. А, пойдем, вот там же лестница есть, и снизу его снимем. Ну все равно не снимем, какая разница. Там же где-то внизу соединяются эти улицы. Потому что Вассеркунст здесь прикольный. И никого нету. Фотографируйся не хочу. Вот какой-то дядька внизу все испортил. Тут вон еще чего, мы сверху-то это все не видели. Прикольно. Ага. Интересно, вот они делают все фонтанчики, чтобы вода была такая голубая. Фон такой светлый, да? Мне интересно, это какая-то краска или это... Я думал, это вообще какой-то фарфор, типа нет. Ну, то есть фарфор этот... скажи мне. Ну, камень этот такой. Нет, это просто какой-то... краска какая-то. Фарфор славянский. Мрамор, я думаю, это мраморные такие какие-то там. Нет, это просто выкрашено. И такая вода во всех... В Швейцарии тоже вот такие вот. В этом, где мы были, в Кисе, как наш город называется? А? Нет. Фрайбург. Во Фрайбурге там тоже такие фонтанчики. Вот, и вода как будто какая-то бирюзовая. А это просто дно такое, выкрашенное в такой цвет. Бирюзовый. И вода получается красивого вида. Да. Красиво. Представляете, какой казус? Там на вершине горы мой телефон был подключился к французскому роумингу. И причем, так как у меня стоит в настройках, что никогда не подключать роуминг, а я уже подключен. Он меня взял автоматически и подключил к французскому роумингу, потому что там за углом Франция, с той стороны горы. И все, я только спускаюсь, интернета нет. Короче, я перезагрузил телефон, нету интернета, я в роуминге. Типа хотите... Вон отсюда, смотри, Альтес Шлёс видно. Хорошо, пойдем. Прямо. Еще с этой стороны мы к нему не подходили.
И все. Короче, я выключил, включил, тогда только этот роуминг пропал. Хотя вот как бы меня никто не спрашивал, хочу я, не хочу. Телефон взял, подключился. Вот тут мы и шли, кстати, с тобой, Кися. Мы вышли вверх, а тут можно было срезать. Малёха. Остались мы такие до Каракана термы. Вот так это все выглядит. Здесь такая вот церквушка. Ну это типа нашего Боден-терма, но только здесь будут горячие источники, по идее. Посмотри, какая площадь. Да. Сколько мы, 2 часа будем? Да максимум вообще. Не больше. Потому что там делать? У нас своя сауна в этом. Я даже еще... Я, честно говоря, не готов сейчас опять в сауну идти. Но я хочу, раз мы здесь, я хочу в этих всех минеральных источниках побарахтаться, попробовать, поплавать. Погнали, попробуем. Посмотрим. Ну вот как весь, смотри, этот, вон, как он там называется, как у нас, это все одно. Это же тело. Да, даже пахнет. Тут еще рядом есть Фридрихсбад, тут тоже там что внутри грандиозное. Это уже в другой день, наверное. В общем, мы сейчас пойдем за полотенцами. Я что-то думал, что нам там все выдадут. А надо в свои полотенца халаты приносить. Фридрихсбад, конечно, тоже грандиозное здание. И тут вот за углом еще церковь, которая какая-то большая, которую мы сверху видели. Все, рестораны. Ага. Смотри. Что? Написано игрок. Где? В книге написано игрок. А, по-русски, да? Дершпилер. Слушай, а кто игрок, кто написал? Достоевский? Достоевский его написано. Где? А, точно, Достоевский. Здесь? Ну, вполне возможно, что здесь какие-то проходили события. Это же здесь все сплошные казино того времени. Класс. Так, друзья, ну что, сегодня четверг, мы сегодня 3-й день здесь, да, и мы сейчас поедем на автобусе. Делали мы это в последний раз очень давно, вообще на общественном транспорте ездили. Не знаю, даже работает. В общем, сейчас будем пробовать. Я сейчас испытаю, или работает Deutschland Ticket мой в других странах и регионах Европы, в частности Германии, в других городах. За Иришку придется раскошелить. Короче, мы стоим на остановке и вообще такие, куда, приблизительно, в общем, нам чат GPT там накалякал, куда ехать. Вместе с Google Maps мы это как-то все соединили, выяснили, что нам нужен 204-й автобус. Мы едем куда-то на водопад сейчас туда. 10 минут ехать. Ну, короче, пешком мы уже идти не можем, потому что вчера натерли мозоли какие-то гигантские. Вот. И я такой, ну снимать все равно надо, потому что вот эти 5 человек, которые вот у меня в видео вышло во вторник, там 5 просмотров. Я говорю, у меня в статус в WhatsApp, и то больше людей просматривают. Но, тем не менее, ради этих 5 человек, из которых я один, мы будем снимать дальше. Или мы плюс-минус, где нам выходить, на какими автобусами ехать. Это что-то какое-то недоразумение здесь промчалось. Этого не должно быть в этом Шварцвальде. И мы сейчас идем к водопаду, друзья. Вот здесь такие типичные домики, архитектура. Класс. Идти нам 25 минут. Идем. Какие виды с той стороны? Да. Они это имели в виду, панорама? Хотя, да. О, здесь в какой деревне не живи, будет всегда у тебя такие виды вокруг. Сумасшедшие. Да. Так, друзья, нам надо быть осторожнее. Тут саламандры дикие могут напасть на дороге. Офигеть, здесь красота, посмотрите. Не знаю, камера передает, там внизу прямо ручей такой. Красиво. Джунгли какие-то. И там вот есть прямо тропа, чтобы ходить пешком там. Мы пошли по дороге. Очень красиво. Опять мы
вдвоем. Никого. Никому не нужны эти водопады. Кстати, меня вчера осенило. Я вчера прозрение вечером у меня было. Я знаю, почему здесь не сезон сейчас. Потому что здесь эти термальные воды, и сюда люди зимой едут. Здесь востребованы все эти... Вся эта индустрия, которая здесь есть, развлекательная, для под зиму заточена, получается. Потому что здесь теплые эти термальные источники, и люди едут сюда в темное, хочу время сказать, года. Холодное время года, получается. Вот так вот. Поэтому мы здесь везде одни такие, ля-ля, красота. Мы вчера в этих термальных источниках просто уже наплавались там. Сколько стоило? 25 евро с человека за 2 часа. Но вчера была какая-то у них акция Ангибот, и ты мог час еще бесплатно. И мы 3 часа, мы уже там просто уже все сауны обошли. Все термальные источники там переплыли, повалялись в каждом. Отмокли от души. Вообще у нас тут получается неделя, эти 3 дня каких-то термальных прямо испытаний получилось. Одни сауны и горящие источники. Ну офигенно. Я подозреваю, что в этом есть какой-то кайф зимой. Там типа еще есть открытые на улице эти термальные источники. Там такие огромные эти бассейны термальные. С всякими там бурлящими там массажными штуками. И вот зимой, наверное, прикольно в теплой воде сидеть, когда на улице холодно. Ну, даже вчера вечером было прикольно. Вот такие дела. Идем. Опять знак, что ящерицы, будьте осторожны. Где? Где? Внизу? Да. Где? Ага. Туристы. Ну что, по телефону там болтают. Не заблудились, походу. И просят помощи. Полицию звонят. А мы ничем помочь не можем, потому что мы торопимся. Вот такая вот скала уже, друзья, нарисовалась у нас. Прикольно. Очень прикольно. Ага. Наконец-то мы зашли в сам Шварценвальд. Потому что мы, когда были в Фрайбурге, мы все как-то вокруг да около, везде на машине, а в сам лес не заходили. А тут мы сейчас зашли прямо в него. И очень впечатляет, я вам скажу. Так, мы вроде бы пришли. Осталось 50 метров. Но где водопад? Похоже, вот это и есть водопад. Просто пороги у этой речушки. Алло. Там еще группа туристов тоже. Где Wasserfall? Красота. Надеюсь, нет. Очень надеюсь, нет. Как тебе Wasserfall? Впечатляет? Ну что ж, друзья, мы себе немножко по-другому представляли Wasserfall, водопад. Ну, похоже, вот это он. Такой пологий, скажем так, водопад. Спору нет, вообще красиво, наикрасивейшие места. Даже прямо не смог это все описать. Ну, пологий такой, да, водопадик.
по этой дорожке бы да на велике, на маунтинбайке. Самое то было бы. Ну, пешком даже прикольно. Ну, прям уже вымотались. Ну, вот здесь уже какие-то водопадики прямо Наверное. намечаются. Да, ну идем еще, пойдем еще. Там еще какая-то хьюта должна быть. Вассерфаль хьюта. Вот он, мы дошли до него. Я только не знаю, дальше можно, получается, там наверху, наверное. А, вот это уже похоже на водопад. Это уже интересно. А, вот тут можно пройти, смотрите. О, тут закрыто, но люди ходят. О, вот тут еще какой-то грот прямо. Нифига себе. Смотрите. Для чего и зачем? И тут закрыто малеха. Но меня это никогда не останавливало. Я подойду поближе. Сейчас, наверное, немцы будут ругаться. Скажут, что я преступник. Ну, блин. Камон. Проделать такой путь. Заплатить вот эти сумасшедшие 3.30 за проезд. Кстати, к слову, в одну сторону только 3.30, в другую. Только чтобы поснимать его за 3.9 за минут. А, посмотрите, какая красота. Хе-хе-хе. Ого-го. Вот это я понимаю. Хо-хо-хо. Прямо к нему можно подойти. Так. О, вот это херли. Там даже можно, наверное, под ним купаться. О, Миришка там стоит на мосту. Я ни разу в жизни не купался под водопадом. А это так романтично, по-моему, а? Вы не находите? Вода, наверное, холоднейшая, будь здоров. Я вот думаю, что даст, если я к нему туда подойду ближе, абсолютно ничего. Поэтому я, пожалуй, останусь здесь. Здесь самый лучший вид. Ну, собственно говоря, друзья, это был водопад возле Баден-Бадена, Шварцевальд. Так, вон еще сверху есть мост. Сейчас мы еще на него заберемся и с него пофоткаем. Погнали. Попробуем зайти еще с этой стороны сверху, посмотреть на водопад. Да. Ну, там уже люди уже и стоят, собственно говоря. Потому что я был там внизу. Сейчас я тут сверху. Это вот те два дядьки, которые тут что-то выясняли, курили. Сейчас они будут ругаться, что там лазит. Хорошо. Решили продвинуться еще чуть поближе к водопаду. Тут еще один мостик есть сверху. А, люди вон тоже сливали на запрет. Они голые, что ли, там? Что за натюрморт? Смотри, нормально. А мы снимаем так-то. Полиция нравов. Держу в трусах. Так, я стою с растительностью, особо ничего не видно. Мостик такой видавший виду уже. Старенький. Они, наверное, купаться собираются. Потому что самые лучшие селфи
Они что, еще веревку привязали? Да кому? Смотри, они эту веревку привязали. Это собачья. 20 метров. Они купаться, походу, собираются. Потому что самые лучшие фотографии это под водопадом, конечно. Но он ледяной, подозреваю. Да. Вон она, смотри, она в воду полезла. Ну все, друзья, больше добавить здесь нечего. Вон там еще один мост. Кстати, нам чат GPT говорил, что пофоткаться на мостах этих. Вон там дальше, прямо через речку, мостик. Сейчас там еще сделаем пару фоток и будем выдвигаться обратно в Баден-Баден наш любимый. Конечно же, селфи-палка не курычит. Батарейка села. Да, друзья, рекомендую. Прямо очень здесь душевно и красиво. Ну все, погнали. Дальше. Такси? Да. Ну, домой, Баден-Баден, монастырь. Где наш дом сейчас? Мы же путешественники с тобой. Сегодня Нет, наш я дом имею в виду, в Баден-Баден. какую сторону? Нам на дорогу надо выйти. Ну, пошли так же, как и пришли, потому что я не знаю, где здесь выход на дорогу. И может здесь и не быть. Так, друзья, ну что, прибыли мы в монастырь. Вот такой вот монастырь. Вход свободный. Значит, спросил у чата GPT, что по этому поводу он нам расскажет. Монастырь был основан в 1245 году. На секундочку, Марграфиней Ирменгардой фон Баден, вдовой маркграфа Германа V. Она основала монастырь как место упокоения для своей семьи, назвала его Люцида Валис, Светлая долина. С тех пор монастырь действует без перерыва, что делает его одним из немногих таких учреждений в Германии. На секундочку. Архитектура и художественные сокровища. Главная церковь монастыря представляет собой готическую архитектуру с хором XIV века и нефом XV века. Внутри находятся произведения искусства разных эпох, включая красочную расписанную каменную кафедру и статую Мадонны с младенцем. Особое внимание привлекает Мадонна с ключами княжеской капели, которые доверяли ключи от монастыря в трудные времена. Княжеская капелла и усыпальница. Княжеская капелла, построена в 1288 году, служила местом захоронения маркграфов Бадена до 1372 года. Здесь также находится гробница основательницы монастыря маркграфини Ирменгарды. Капелла содержит статую Мадонны с ключами, которые в опасные времена доверяли ключи от монастыря. Современная жизнь монастыря. Сегодня монастырь Лихтенталь продолжает свою деятельность. Он принадлежит конгенерации Мирару, а его настоятельницей с 2001 года является мать Мария Бернадетта Хайн, 46-я настоятельница с момента основания. Монастырь также служит образовательным гостевым домом, предлагая различные курсы и программы. Посещение советы. Лучшее время для посещения рекомендуется посещать монастырь в будние дни или ранним утром для более спокойной атмосферы. Дополнительные советы: проверьте расписание экскурсий, не забудьте посетить магазин. Так. Монастырь Лихтенталь — это не только историческое архитектурное сокровище, но и живое духовное сообщество, открытое для всех, кто ищет умиротворения и вдохновения. Такая вот информация, друзья. В общем, он был основан во сколько, да? В 12-13 веке, походу. Так, ну что, нам надо бы что-то посетить. Я так вот там вот что-то интересное прямо, смотри.
Что-то старинное прямо. Надеюсь, там открыто. Тут какие-то прям учреждения разные всякие. Тут, походу, вообще что-то детские какие-то учреждения. Интересно. А это как вообще? Не похоже, что там открыто. Ну, так на секундочку, с 13 века. Я попробую зайти вовнутрь. Да, но это явно закрыто. Все. Я ломлюся. Тут закрыто. Хотя написано вход свободный. Ага. Свободный. Не так уж и свободный. Тут вообще непонятно что. Да, здесь какое-то расписание в сайте вообще написано, чтобы не мешали. Оттуда вышли дети. Тут вообще похоже на какую-то школу, учреждение, какое-то детский сад, не знаю. Судя по тому, как там дети тарабанят. Что посмотреть-то, а? Тут вот такая вот школа с такими вот дверями, класс, да? Я смотрю, они прямо мелом везде написана вот эта дата латиницей. Не знаю, что она обозначает, но на всех дверях написано вот эти вот. Видимо, что? Адрес? Дата основания? Такие вот древние рудименты, я бы сказал, остатки. Ну вот монастырь, прямо действующий монастырь. Один из немногих сохранившихся там в течение стольких веков. Такой вот садик аккуратный. Ну и там вот кафе, вот там точно можно зайти, но все, что ты зайдешь, это будет кафе просто. Тут, видимо, надо какую-то экскурсию дожидаться. Там вот какой-то вот с той стороны прямо какой-то халли, там можно сидеть. Я спыкаюсь. Вот тут рецепцион. Тут прямо надо звонить в рецепцион. Я так понимаю, что здесь переночевать, потому что... Гестхаус. Тагенсхаус. Пестон Тагенсхаус. Это чтобы здесь переночевать. Знаешь почему? Потому что в этих вот, если ты странствуешь, тут они должны тебя принять бесплатно. И ты просто должен прийти там, просто нажать на кнопку на рецепцион, сказать: я хочу у вас перекантоваться. Я путешественник-странник. Ну, везде вот эти вот цифры какие-то. Что это обозначает? Спрашиваю я вот эти 5 человек, которые просмотрели мое крайнее видео на моем канале. Напишите мне, пожалуйста. Блин, один из них был я, окей. 4 вот этих вот. Что обозначают эти цифры? 20 плюс С плюс М плюс Б умножить на 25. Как ты думаешь, есть среди этих 4 да, грамотные, умные люди? Везде вот эти 20 умножить на С плюс М. Вот это, кстати, 1895 год. Ну все, вовнутрь мы, походу, никуда не попадем. Ну, не особо хочется. Вот там вот, кстати, я еще не щемился. Но там выглядит, как будто все жилое, просто люди живут. Все, отдыхаем и едем в казино. Так, вот это Ирусино кафе, которое она хочет очень посетить. Оно очень популярно у всех пенсионеров со всего мира. И нам надо их сейчас сначала запустить всех. И мы хотим попробовать
Вот этот вот какой-то чат GPT нам рекомендовал какой-то Шварцен. Черный пирог, короче говоря. Что, где собираешься? На улице. На улице, а там все. Скажи, что ты где-то? Значит, мы таки дошли в это кафе легендарное. Как оно называется? Кафе Кёниг или как? Кёниг. Кёниг кафе какое-то. В Баден-Бадене здесь делают сладости. В общем, мы заказали этот кухен Шварц... Как называется еще? Шварцкирше кухен? Шварцвальдкирше. 6,40, по-моему, кусочек стоит. Ну, такое себе недешевое развлечение. Все, кушаем, едим, наслаждаемся. И идем в казино наконец-то. Мы уже идем на него последний час. Не можем пройти, пешком идем. Прикинь, кстати, забавный момент. Мы те игроки в казино, которые ходят в него пешком. И идут уже 5 километров, чтобы сэкономить на автобус. Какая прелесть. Так, я вижу, это событие важное в Ириной жизни, поэтому я должен это заснять. Я что-то как-то с прохладцей к этому отнесся, вижу, дело серьезное, а камера выключена. В общем, Ирусь, расскажи этим 4 подписчикам, в чем дело, что здесь происходит. Ну ладно, я освежу. Ируся давно хотел попробовать этот кухонь, что прямо она глаза закатывает от удовольствия от всего, от этих чашек, от этих стульев, от этой щебенки, от этого кофе. Кофе говорил? Кухонь. В общем, все ее прямо фасцинирует. Я не пойму, что здесь происходит. Высокая вот эта мода с кухней. Я далек от всего этого. Не хочешь пояснить нашим телезрителям, в чем дело? Очень вкусно. В общем, мы в Баден-Бадене, кстати, сейчас как бы вот дождь не пошел. Мы таки дохни сели под козырек и пробуем местные, вот, то, что нам этот чат GPT посоветовал, и до него Ира тоже знала об этом каком-то уникальном кухне, Шварцвальд, Кирше кухонь. Ну вот так. Очень вкусно. Очень вкусно, говорит Ира. Так, друзья, казино. Ну что, история вся вообще очень странная. Смотрите, есть вот такой вот курхаус, непонятно, что это за курхаус, что там, по идее, какое-то там воды и все такое. И маленькая пристроечка к нему, маленькими буквами написано казино. Вход 7 евро, просто поглазеть. Окей. Но, алло, вот эта маленькая пристроечка, всемирно известное казино на весь мир, типа Баден-Баден, благодаря вот этой пристройке второй в Лас-Вегас немецкий. Но я так подозреваю, что вот это вот большое здание принадлежит Gehört dazu, но это нифига не точно. Сейчас пойдем смотреть. О, ну внутри-то здесь пороскошнее, вроде такая пристроечка была. Странно, непонятная внутри. Здесь уже уже прям повеселее. Снаружи так вообще не скажешь. Обалдеть. Водоем. Вот казино. Вот казино. Да. Вот оно. Таки дух в том большом здании. Кися, ты видишь, что происходит, как казино? Ты была? Когда последний раз казино было, а? Я что-то не припоминаю, я, по-моему, там не был еще. Ну, дорого-богато, да, окей, ладно. Так, Фюринген, Теглин, 10 евро, 10 часов, 11, 12, 13. Мы уже проспали. О, терраса. Сейчас можно? Ну что, друзья, я все еще здесь. Оператор. Прикольно. Прошли 3 дня. Мы провели 3 дня. Прекрасных 3 дня. В прекрасном городе Баден-Баден. Но пора бы и честь знать, как говорится. Я соскучился за своим велосипедом. Поэтому допиваем это шампанское и едем домой. Хватит.
Погостили и хватит, друзья. Хорошего понемножку. Были мы сегодня в казино. Что вам сказать? Удача была не на нашей стороне. Поэтому мы не стали ее пробовать и испытывать. Ну что, Иришка, за прекрасно проведенные 3 дня, А что ты эти стаканы взял? за чудесные Баден-Баден, ну какие были, Кися, других нет. За тебя, как говорится.